Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Если вы любите готовить и вкусно покушать, подпишитесь на наш канал. Новые видео выходят 2 раза в неделю. И сегодня я хочу поделиться с вами моим самым любимым рецептом. Куличи по этому рецепту получаются вкусные, нежные, ароматные, как у наших бабушек. Сначала подготовим изюм и цукаты. Заливаем их горячей водой и оставляем на 20 минут. Также можно сухофрукты залить стаканом рома или коньяка и оставить на ночь. Прошло 20 минут, изюм уже набух, впитал в себя достаточное количество влаги, необходимой ему. Теперь мы откидываем его на дуршлаг и хорошо обсушиваем изюм на хлопчатобумажном полотенце или при помощи бумажных полотенец. Мы подготовили изюм с цукатами, откладываем его в сторону и начинаем готовить тесто. Приготовление теста для куличей всегда начинается с приготовления опары. Итак, готовим опару. В миску наливаем теплое молоко, оно не должно быть горячим, чтобы не обжечь дрожжи. Добавляем ложку сахара, чтобы подкормить дрожжи. И раскрошим прессованные дрожжи, разотрем их в молоке, чтобы они максимально растворились. И теперь добавляем немного муки, чтобы тесто получилось по консистенции, как на оладьи. Затем накрываем миску с опарой полотенцем или затягиваем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 40-60 минут. Время подъема опары зависит от количества дрожжей и температуры в помещении. Опара за это время должна увеличиться в объеме примерно в 3 раза и начать как бы пузыриться. Вот примерно такой густоты должна получиться у нас опара. Убираем ее подходить. И пока подходит опара, мы подготовим сдобу. Все продукты для сдобы должны быть комнатной температуры. В миске смешиваем яйца, сахар, маленькую щепотку соли и ванильный экстракт или ванильный сахар. Все смешиваем при помощи миксера. Приготовь, поделись, подпишись. Затем добавляем в эту смесь сметану комнатной температуры и немножечко смешаем при помощи миксера до однородности. Также добавляем сюда мягкое сливочное масло. Оно тоже должно быть теплым и мягким, чтобы хорошо смешаться с остальными ингредиентами. Мы перемешали и подготовили нашу сдобу, и как раз за это время у нас подошла опара. Посмотрите, сколько пузырьков, какая она прекрасная получилась. Дышит словно живая. И в 2-3 приема смешиваем опару с нашей сдобой. Я делю сдобу на 2-3 части и в несколько приемов добавляю ее в опару. Вы можете все смешать за один раз, здесь делайте так, как вам удобно. И теперь пришло время добавлять муку. Это один из важных моментов приготовления дрожжевого теста для куличей. Добавляем муку постепенно, не всю сразу. То есть вы можете отмерить необходимое количество муки, указанное в рецепте, но добавляем ее в тесто обязательно частями, чтобы не забить тесто мукой. Если муки добавить больше, чем того требует тесто, то куличи получатся вкусными, но не такими мягкими и нежными, какими они могут быть. Заранее настройтесь, что на хороший замес теста у вас уйдет не менее 15-20 минут, можно и дольше. Так длительно вымешивать тесто мы будем всего один раз, так как это основной замес и от него зависит вкус и мягкость будущих куличей. Пока тесто еще довольно жидкое, вымешиваем его в миске. А когда тесто становится более густым, перекладываем его на рабочий стол, который тоже подпыливаем мукой, и продолжаем вымешивать. Можно вообще весь замес делать в миске, но мне более удобно работать с тестом на столе. Так требуется затрачивать меньше усилий на вымешивание теста, когда оно на столе находится. Приготовь, поделись, подпишись. Постепенно продолжаем добавлять муку, а также смазываем руки растительным маслом. Благодаря растительному маслу тесто хорошо отстает от стола и меньше прилипает к рукам. Вымешиваем тесто таким образом около 15-20 минут, как я уже говорила. Если вы готовите куличи впервые, то ориентируйтесь на время. Тесто может прилипать к рукам, и это нормально, не бойтесь этого. Во время замеса тесто насыщается кислородом, становится более послушным и эластичным, хотя все еще может липнуть к рукам.
Также, когда тесто уже хорошо вымешано, вы можете почувствовать во время замеса, как в тесте перекатываются маленькие пузырьки воздуха. Можно иногда услышать, как они легонько лопаются под руками. Это признак того, что тесто готово. Собираем его в шар и кладем в большую миску. Вы можете увидеть на поверхности теста мелкие пузырьки воздуха, о которых я только что говорила. Накрываем миску полотенцем или пищевой пленкой и убираем в теплое место примерно на 1,5–2 часа, возможно и дольше. Или пока тесто не увеличится в объеме примерно в 3–4 раза. Прошло 2 часа, тесто подошло, и мы его обминаем. Добавляем подготовленный изюм с цукатами, посыпаем его небольшим количеством муки и хорошенько перемешиваем изюм вместе с тестом. Теперь делим тесто на несколько частей по количеству куличей. Отделили часть теста и теперь подкатываем вот этот кусочек теста в шар. Вот таким вот образом. Мы его в лепешечку немножко расплющили, этот шарик, и теперь края теста собираем к центру. Вот такой вот колобок у нас должен получиться. И кладем подготовленный колобок в нашу форму. Форму я смазала растительным маслом, на дно положила кружок пергамента и обсыпала мукой. Форму заполняем тестом не более чем наполовину. Накрываем куличи полотенцем и оставляем подходить примерно на час. Пока поднимаются куличи, смешиваем яичный желток с ложкой молока и аккуратно смазываем подошедшие куличи желтком. Духовку заранее разогреваем до 170–180 градусов. Аккуратно ставим противень с куличами в горячую духовку. Куличи среднего размера будут выпекаться около 30–40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна выходить из середины кулича сухой, без следов теста. В первые примерно 15 минут куличи хорошо зарумянятся сверху. Нужно аккуратно открыть духовку и накрыть каждый кулич квадратом из фольги. Затем духовку закрыть и дать куличам полностью пропечься внутри. Первые 15 минут, пока куличи не зарумянились, духовку открывать категорически нельзя. Готовые куличи вытаскиваем из духовки, затем аккуратно достаем из форм и остужаем на решетке. Теперь наносим нашу глазурь на куличи при помощи кисточки или при помощи ложки. Можно сделать густую шапочку из глазури, можно сделать красивые подтеки. Все зависит от вашей фантазии и от вашего желания. И, конечно, помним, что украшаем мы кулич сразу же, как только покрыли его глазурью, потому что все украшения лучше прилипнут и хорошо зафиксируются именно на свежей глазури. Обязательно приготовьте, друзья. А если вы любите готовить и вкусно покушать, тогда не забудьте подписаться на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. Делитесь рецептом с друзьями и подружками в соцсетях. Всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Пока-пока и скоро увидимся!